19-летняя девушка Кристин Смарт, возвращаясь со студенческой вечеринки, бесследно исчезла. На разгадку этого загадочного преступления ушло 25 лет. Кристин Смарт родилась в городе Аугсбург, Германия. Но еще в раннем детстве переехала с семьей в США. Семейство Смарт поселилось в городе Стоктон, Калифорния. Родители Кристин работали учителями для детей военнослужащих. После окончания школы девушка поступила в Калифорнийский политехнический университет. В свободное от учебы время она работала спасателем в оздоровительном центре на территории кампуса. В конце мая 1996 года в Доме студенческого братства готовилась грандиозная вечеринка по случаю дня рождения одного из студентов. Кристин собиралась пойти туда, но ее подруга отказалась. Тогда девушка решила пойти одна, несмотря на то, что не была знакома ни с кем из компании студентов. Вечеринка проходила в типичном для молодежи стиле. Много алкоголя, громкая музыка, большая шумная компания молодых людей. Во время празднования Кристин изрядно выпила и около 2 часов ночи решила вернуться в общежитие. Девушка плохо себя чувствовала из-за выпитого алкоголя и не смогла самостоятельно дойти до дома. В то же время двое других студентов, Шерил Андерсон и Тим Дэвис, возвращались с вечеринки и, заметив Кристин, предложили проводить ее. Спустя какое-то время к троице присоединился еще один молодой человек по имени Пол Флорес. Он предложил проводить девушку до дверей общежития, так как его дом находился ближе, а Шерил и Тиму нужно было идти в другом направлении. Пара попрощалась с Кристин и ушла. С тех пор девушку больше никто не видел. Спустя 2 суток в полицию обратилась Маргарита Кампус, соседка пропавшей девушки. Она рассказала, что Кристин не вернулась в общежитие после вечеринки. Она думала, что подруга просто загуляла и вскоре вернется, но так и не дождавшись, решила заявить об исчезновении. Но полиция кампуса не восприняла всерьез заявление Маргариты. Они решили, что Кристин просто уехала на выходные домой. Их не смутило то, что девушка оставила в комнате документы и деньги, тогда как до ее дома от общежития было не меньше 7 часов езды. Кроме того, вряд ли она смогла бы уехать в таком состоянии, да еще и посреди ночи. По прошествии нескольких дней полицейские все-таки решили проверить заявление Маргариты и позвонили родителям Кристин. Миссис Смарт сообщила, что дочь давно не появлялась и не звонила. Этот разговор очень обеспокоил родителей, и они отправились в полицию. Но и там полиция отказалась принимать заявление, так как с момента исчезновения прошло слишком мало времени. Они решили, что Кристин могла просто остаться после вечеринки с друзьями и не стоит волноваться. Поиски девушки начались только спустя 4 дня после исчезновения. Кристин Смарт искали волонтеры и полиция, но результатов не было. Пол Флорес, провожавший студентку, рассказал, что довел ее до дверей общежития и отправился домой, после чего сразу лег спать. Но показания Флореса сочли подозрительными, так как факты говорили об обратном. Соседи Пола сообщили, что видели его около 5 утра. А у самого Флореса был синяк под глазом и ссадины на ногах. Происхождение этих травм молодой человек не смог объяснить, чем еще больше вызывал подозрения. Но доказать причастность Флореса следователям не удалось. Прошел месяц с того вечера, когда Кристин Смарт видели последний раз, поиски расширили до Стоктона, но и тут они не увенчались успехом. Спустя год родители Кристин подали судебный иск против Флореса, обвиняя его в причастности к исчезновению дочери. Молодой человек не стал отвечать на вопросы, ссылаясь на 5-ю поправку, которая гласит о том, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, не должно принуждаться свидетельствовать против себя. После этого родители Флореса также подали в суд на Смартов, обвинив их в причинении морального вреда. Но судебные тяжбы не привели ни к чему, Кристин так и не нашли.
Полиция была уверена, что Флорес причастен к пропаже девушки, но доказательств против него не было. Ровно через 6 лет Кристин Смарт официально признали умершей. За это время следователи ни на шаг не приблизились к разгадке. Так продолжалось до 2018 года, пока калифорниец по имени Крис Ламберт не запустил серию подкастов, посвященную различным преступлениям. Крису было 8 лет на момент исчезновения Кристин, и он хорошо помнил ту историю. Ему не давало покоя это дело, и Ламберт решил провести собственное расследование. Первым делом мужчина снова расспросил всех свидетелей тех событий. От бывших студентов университета он узнал, что у Флореса была дурная репутация. Парень недвусмысленно приставал к девушкам, но до официальных жалоб дело не доходило. В дальнейшем Крис решил проверить действия полицейских, проводивших расследование. Он выяснил, что следователи допустили множество грубейших ошибок. Так как Флорес в то время жил в доме отца, полицейские должны были в первую очередь провести там обыск. Но они пришли лишь спустя 2 месяца, когда все улики по делу, естественно, были уничтожены. Проведенный в доме Флореса обыск ничего не дал, поскольку детективы не удосужились вызвать команду криминалистов и не привлекли к поиску тела Кристин служебных собак. 2 автомобиля, принадлежавшие Флоресам, также не были осмотрены. После визита полиции в дом подозреваемого один автомобиль был продан, а второй якобы числился в угоне. К матери Флореса детективы и вовсе не соизволили прийти. Хотя именно там скрывалась крайне важная улика. Но, по всей видимости, следователям так хотелось побыстрее отправить дело в архив, что они даже не взяли во внимание важные показания свидетеля и не привлекли улику в качестве доказательства против Пола Флореса. Ламберт выяснил, что через 4 месяца после исчезновения Кристин Смарт дом матери Пола арендовала женщина по имени Мэри Лесситер. В одной из комнат она обнаружила звено от ожерелья, очень похожее на то, что носила Кристин. Она незамедлительно отнесла улику в полицию, но те отказались принимать найденную вещь в качестве улики, а потом и вовсе потеряли ее. Также Крис выяснил, что задний двор дома матери Пола всегда был забетонирован, но вскоре после исчезновения девушки небольшой кусок бетона был вырезан. На этом месте была разбита клумба с цветами. Мэри Лесситер поведала Ламберту очень жуткую историю. Каждый день после переезда Мэри слышала звуки, доносившиеся с той самой клумбы. Каждый день в одно и то же время, а именно в 4:20 утра и в 4:20 дня она слышала этот звук, очень похожий на будильник наручных часов. Вскоре звуки прекратились, скорее всего, у часов села батарейка. С этой историей Крис отправился к матери Кристин. Миссис Смарт рассказала, что дочь действительно заводила будильник на 4:20 утра, так как в 5 она должна была быть на работе в оздоровительном центре. Подкаст Ламберта вышел в эфир в 2019 году. Миллионы слушателей пришли в негодование от услышанного. Их поразила халатность и бездействие полиции. Доказательства, найденные автором, еще больше повергли слушателей в шок. Несмотря на множество косвенных улик, Пол Флорес до сих пор находится на свободе. Давление общественности заставило полицейское управление вновь взяться за расследование дела об исчезновении Кристин Смарт. Первым делом следователи провели обыск в домах семьи Флорес, были изъяты автомобили. Криминалисты, наконец, раскопали ту злополучную клумбу, но тело там не обнаружили. Несмотря на то, что труп отсутствовал, экспертам удалось установить, что в земле присутствуют следы разложения человеческого тела. В апреле 2021 года Пол Флорес и его отец были арестованы. Пол был обвинен в убийстве Кристин, а отец проходил по делу как соучастник. По версии следствия, Пол стал приставать к девушке после того, как Тим Дэвис и Шерил Андерсон ушли, но получил отпор. Это могло объяснить травмы на теле Флореса. После драки Пол мог убить Кристин, а после увезти ее тело в свой дом. Увидев, что натворил сын,
отец Флореса решил помочь ему спрятать труп. Вместе они увезли девушку в дом матери и закопали на заднем дворе. В последующем времени на том месте появилась клумба с цветами. Через некоторое время, видимо, испугавшись преследования полиции, подозреваемые раскопали могилу и увезли останки в неизвестном направлении. Флоресы не признали себя виновными, и судебный процесс длится до сих пор. Но в этот раз с такими весомыми доказательствами преступники не уйдут от ответа и понесут справедливое наказание даже спустя 2 десятилетия. Родители Кристин выступили с обращением, где поблагодарили Криса Ламберта и всех неравнодушных людей к горю этой семьи за то, что даже спустя многие годы исчезновение их дочери наконец раскрыто. Интересно одно, неужели мать Флореса не догадывалась о совершенном ее сыном преступлении? Клумба, неожиданно разбитая на заднем дворе, не вызвала у нее никаких подозрений. А может, все это время она знала обо всем, что случилось в ту ночь, но из любви к сыну решила молчать. Конечно, некоторые вопросы так и останутся без ответа, но сейчас это уже не важно. Возможно, когда-нибудь останки девушки все-таки будут найдены, и Кристин Смарт обретет покой.